Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку незабываемо вкусный, очень ароматный, быстрый и бюджетный, абсолютно постный веганский пирог на фруктовом чае. Готовится он буквально из ничего. На замес теста нашего времени уйдет не более 5 минут. Итак, 1 столовую ложку любого фруктового чая вашего любимого можете брать. Я заливаю просто кипятком. Крутым кипятком оставляю примерно на 10 минут. 250 мл здесь у меня стакан. Накрываю крышкой. У меня чай здесь с клубникой. От вкуса вашего чая, какой вы возьмете, будет зависеть вкус вашего пирога. По прошествии 10 минут я процеживаю всю эту жидкость, то есть 250 мл, в большую миску. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара, обязательно 1 щепотку соли. Соль очень важна для всех постных рецептов. 180 грамм сахара. Все это просто перемешиваю, сахар должен полностью раствориться. 70 грамм растительного масла без запаха. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли здесь брать сок или компот вместо чая. Можно 250 мл взять, но он должен быть тогда очень ароматным. 375 грамм муки. 2 чайные ложки разрыхлителя. Все это сейчас я просеиваю в жидкую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Замешивается это тесто буквально за 5 минут. Получается очень вкусный, нежный и ароматный пирог. Сок половины лимона я добавляю туда. И 100 грамм изюма. Изюм у меня здесь для перекусов, он уже мягкий. Если у вас сухой изюм, его следует предварительно размочить в кипятке. Вместо изюма вы можете, естественно, брать свои любимые сухофрукты, либо же ягоды. Форма здесь у меня для выпечки 20 см в диаметре. Дно формы я застелила бумагой для выпечки. Полностью все тесто выложила. Пирог хорошо поднимется. Убираю выпекаться на 40-45 минут при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке. Пирог испекся, даю ему полностью остыть сейчас до комнатной температуры. Как только он у меня остыл, готовлю глазурь. 1 чайная ложка с горкой фруктового чая, вашего любимого, но обязательно нужно брать с гибискусом, чтобы цвет был красивый. И сок 1 достаточно крупного лимона. Перемешиваю, оставляю минут на 10, чтобы аромат и цвет чая передался лимонному соку. Процеживаю всю эту жидкость. Если вы не хотите это готовить с фруктовым чаем, вы можете взять здесь сок от красных кислых ягод, допустим, от вишни, от малины, не сладкий сок. 100 грамм сахарной пудры. Сейчас сразу смело 3 столовые ложки я добавляю в сахарную пудру этой жидкости. Готовим очень вкусную и очень быструю глазурь. Эта глазурь получится очень ароматной и очень красивой. Такая консистенция еще слишком вязкая, поэтому добавлю еще сока. Глазурь должна получиться консистенцией такого растопленного белого шоколада. Вот сейчас консистенция идеальная просто. Не очень жидкая, но и не густая. Сразу же ничего здесь ждать не нужно. Наносим на остывший полностью пирог. Он очень хорошо отделяется от формы. Пирог получается очень нежным и мягким. Покрываю полностью весь пирог. Как раз этого количества глазури хватит на 20 см в диаметре на пирог. И сейчас, если вы хотите его украсить какими-то фруктами или ягодами, это нужно сделать сразу, потому что глазурь эта очень быстро застывает. Сразу отвечая на вопросы в комментариях, этот пирог, естественно, можно приготовить без всякой глазури. Я посыпаю сублимированной малиной, вы же можете на ваше усмотрение посыпать вашими любимыми фруктами или ягодами. Как я уже сказала, пирог получается необыкновенно вкусным, ароматным, он полностью пропеченный. Тесто в пироге воздушное, оно не клеклое абсолютно, не надувное, так сказать, он не крошится, то есть его можно использовать как коржи для такого веганского постного тортика, если вы не будете, допустим, туда изюм добавлять.
Я сейчас разрезала при вас буквально после того, как он сразу остыл до комнатной температуры. Если вы дадите ему постоять еще пару часов в холодильнике, его можно нарезать на коржи для торта. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.